Друзья, всем привет из Мексики! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы сейчас находимся в штате Геррера, возле живописного залива Сеуатанехо. Посмотрим, настолько ли он хорош, как говорил об этом герой фильма «Побег из Шоушенка». Знаешь, куда я поеду? Зихуатанехо. Что? Зихуатанехо. Это в Мексике. Маленькое местечко на берегу Тихого океана. Чтобы заселиться в наш отель в городе Сеуатанехо, мы проехали из Акапулько 245 километров и преодолели более 100 ступеней, чтобы подняться сюда наверх. Но это того стоит, потому что здесь настоящая сказка. Отель в окружении красивых цветов, кактусов. Проходим в главную дверь и попадаем в бутик-отель Каза Сиева. Комната гостей находится в белых домиках. Здесь интересный дизайн модный. На территории отеля всего 2 бассейна. Один из них находится на 2-м этаже, и второй находится на террасе, в котором мы пройдем чуть позднее. Также здесь есть красивое кресло, гамак. Это общая зона, поэтому все гости могут здесь отдыхать. Поднимемся еще чуть выше, чтобы пройти на террасу. Также здесь есть зона гостиной с большим диваном, с телевизором, к которому подключены YouTube и Netflix, поэтому также можно провести время здесь. Пройдем в нашу комнату, одна из самых красивых, которых находится в отеле. Сразу же видим кактус, который украшает эту комнату, огромная двухспальная кровать. И главное, что из этой комнаты открывается потрясающий вид, который я покажу чуть позднее. Также у нас в комнате есть плетеное кресло, где можно отдохнуть. Отдельно у нас есть гардеробная. Здесь у нас раковина. Кстати, здесь еще нам оставили крем для рук и мыло. Редкость для Мексики, но все-таки ванна здесь существует. Причем ванна здесь бетонная. Также стоит красивый шампунь и кондиционер. Интересно, он с лавандовым запахом или нет. Будем пробовать. В гардеробной у нас здесь 2 зеркала. Есть сейф, несколько вешалок для одежды. Но самое красивое, это, конечно же, вид. А еще помимо ванны, которую я вам уже показала, у нас есть еще душ. Он находится на отдельной территории, то есть можно принимать душ с красивым видом. Просыпаться с таким потрясающим видом на бухту Сеуатанехо, видеть все эти цветы, пришвартованные яхты, зелень, природу. Что может быть лучше? Сейчас мы вернулись на последний этаж, чтобы позавтракать. Уже подготовили стол с приборами. Здесь нам готовят завтрак. Как обычно, здесь много фруктов. Папайя, ананасик, яблочко. Также на завтрак делают тосты и свежевыжатый сок. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Также вы сами можете пользоваться этой кухней, использовать холодильник, что-то себе готовить, подогревать в микроволновке. После завтрака, немного отдохнув, поделав дела, мы отправляемся в центр города Сеуатанехо, который так и называется Эль Центро. Знакомство с городом Сеуатанехо мы начинаем с главного пирса, на котором есть цветные буквы с названием этого города. Правда, сокращенный вариант. Здесь написано Сеуа. Не стоит забывать, что этот город, прежде всего, рыбацкая деревня, поэтому здесь очень много рыбаков, много рыбы. Также мы видим пеликаны, которые здесь постоянно кружат в поисках пропитания. Прямо возле пирса начинается один из пляжей, который называется Плая Принципал. Но здесь практически никто не купается, в основном лодки, рыбаки. Также на пирсе располагается касса
в котором можно приобрести билет за 80 песо туда-обратно до пляжа Лас-Гатос. Но мы планируем до Лас-Гатос дойти пешочком, а уже обратно за 40 песо с человека в одну сторону вернуться сюда, в центр. Как я уже говорил, на Плая Принципал очень много рыбаков. Сейчас за моей спиной располагаются их моторные лодки. Если мы с вами приехали чуть пораньше, увидели бы много рыбы, которую они вылавливают по утрам. Они ее здесь разделывают, продают. Ну а сейчас здесь лишь пеликаны и другие птички. Никто не купается, потому что водичка не очень чистая, но с интересной вулканической примесью. Сейчас мы по променаду Пасео дель Пескадор, который переводится как тропа рыбака. Гуляем вдоль ресторанчиков, магазинчиков и движемся как раз вдоль пляжа Принципал. Сейчас мы выходим на главную площадь. Ну и, конечно же, из интересного здесь располагается не храм, а баскетбольная площадка. Не знаю, откуда у мексиканцев такая любовь к баскетболу. Немного похоже на Филиппины, где также в каждом городе построены площадки баскетбольные, но чтобы такая цветная красочная площадка являлась достопримечательностью и была прям в самом центре старого города, мы такое видим впервые. Прогуливаясь вдоль набережной по красивому мостику, мы уже практически дошли до следующего пляжа, который называется Мадейра. Сейчас мы идем уже по центральной части пляжа Мадейру. Здесь также немного отдыхающих, потому что основная курортная жизнь сосредоточена на других двух пляжах, к которым мы сейчас как раз движемся. На этом пляже, конечно же, тоже есть ресторанчики, предлагают вам и массаж, но останавливаться здесь мы не планируем, идем пешком дальше. Я, конечно, еще в полном восторге от променада, по которому мы гуляем. Удобная дорожка, канаты натянуты, также есть беседки, где можно скрыться от солнышка. Наверное, 1,5 или 2 километра мы уже прошли, но вскоре дорожка заканчивается, поэтому придется поворачивать назад. Да, как мы видим, что променад заканчивается на Плая Мадейра, поэтому это будет наша финальная точка в нашей прогулке. Дальше до пляжа мы отправимся либо на машине, либо на лодочке. Вернулись мы к нашему припаркованному автомобилю и проехали 5-7 минут до следующего пляжа, который называется Плая Ла Ропа, пляж одежды. Почему же этот пляж называется Ла Ропа, одежда? Есть небольшая легенда, что проходящее здесь мимо судно затонуло в свое время, которое перевозило одежду то ли из Индии, то ли из Китая, и на берег стало выбрасывать различные ткани, шелка, поэтому назвали этот пляж Ла Ропа, то есть одежда. Широкая береговая линия. Развитая инфраструктура, очень много кафешек, зонтиков, лежаков, где можно расположиться, что-то заказать и отдыхать с прекрасным видом на Атлантический океан. Но, ребята, цвет воды, посторонние запахи, вот эти рыбы, водорослей, они, конечно, не придают особого шарма этому пляжу. И если сравнивать с другой побережной зоной Мексики, например, Пуэрто-Эскондидо, Канкун, здесь явно выигрывают. Да, здесь, знаете, такая расслабленная атмосфера приятная. Нам очень здесь нравится в плане именно, знаете, нахождения здесь, отдыха, прекрасный отель. Но назвать конкретно этот пляж и те, которые мы уже видели сегодня, ну, нельзя назвать их райскими. По вечерам в ресторанах здесь играет живая музыка. Из активности здесь можно поплавать на небольшой яхте, на парусной лодке, можно прокатиться на банане. Курорт не переполнен туристами, конечно же, они здесь присутствуют. Видно, что это как раз-таки американцы, которые приехали сюда на вальяжный отдых. Кто-то, может, вообще здесь проживает. В общем, в плане спокойствия атмосфера здесь здорово. В плане пляжей, ну, сейчас еще посмотрим, может, искупаемся и восхитимся как-то больше. А пока цвет воды, конечно, не радует. Протяженность пляжа 2 километра. Мы, как обычно, расстелили наше парео. И сейчас я хочу вам показать еще рынок ремесел, который находится здесь совсем рядом. Издалека рынок ремесел напоминает просто обычный рынок, где можно купить всякие купальные принадлежности. Футболки, пляжные сумки, парео, солнцезащитные очки, крема, стандартные туристические товары, типа шлепок, мячиков. Все для отдыха на море.
Поэтому, если вдруг вы что-то забыли взять, то здесь можно все это купить. Но рынок ремесел я немножко по-другому себе представляла. На пляже одежды мы купаться не стали. Хотим доехать до следующего пляжа, который называется Лас-Гатос. Туда мы поедем уже на лодочке. Поедем туда-обратно, чтобы сэкономить время. Хотя до Лас-Гатос отсюда можно пробраться пешком. Примерно 15 минут вдоль скалистого побережья. Но мы сейчас все-таки вернемся в центр, на основной пирс, и уже оттуда поедем на лодочке. Ну а здесь, как я уже сказал, решили не купаться. Такая немножко темноватая вода, но это на самом деле еще за счет вулканического песка, который здесь есть. Сейчас мы вернулись на главный пирс. Нам сказали, что билетов уже нет, после 3 часов их не продают. Но, похоже, мы успели на последнюю лодочку. 80 песо стоит билет с человека туда-обратно, как я уже рассказывал. Поэтому, когда планируете свой день, лучше сначала посетить этот пляж, другой, а потом уже, наверное, прогуляться по набережной. В итоге мы договорились прямо на пристани, что мы доедем за 50 песо с человека в одну сторону, а там уже обратно будем искать другого лодочника. Минут 10 мы шли до пляжа Гато. Гато, кстати, переводится как пляж кошки. Уж не знаем, почему именно кошки, потому что кошки даже плавать не умеют. И никакой легенды об этом пляже и его названии мы не знаем. И у нас есть ровно час, чтобы его исследовать. Сразу в глаза бросается разница между пляжем, на котором мы находимся, Лас-Гатос, и пляж Ла-Ропа. Во-первых, здесь береговая линия не такая широкая, достаточно узко здесь, прям сразу же кафешки начинаются, много стульчиков, столов и достаточно много мест занято. Хотя сегодня не выходной день, боюсь представить, что здесь в выходной день творится. Но, с другой стороны, здесь водичка гораздо чище. Мы видим, она такая лазурненькая, прозрачная. Вот. И отдыхающих очень много из Мексики, в основном местные все ребята. Вот музыканты прогуливаются по пляжу, думают, кому бы сыграть свою очередную балладу мексиканскую. На пляже даже есть развлечения в виде вот такого банана, либо тюбинга. Но желающих сейчас не так много на них прокатиться. Длина этого пляжа 1,2 километра. И мы сейчас движемся в самую дальнюю укромную точку, потому что именно здесь растут пальмы, под которыми можно скрыться от солнышка. Потому что остальные туристы в основном все-таки занимают себе кресла за столиками. Ну а мы хотим расположиться здесь на Парео под пальмой. Из всех пляжей, на которых мы сегодня побывали, конечно же, Лас-Гатос выделяется, потому что он живописный, здесь белоснежный песочек, красивые пальмы и невероятный цвет воды. Словно мы сейчас находимся в Таиланде, а не в Мексике. В итоге местечко оказалось не таким райским, потому что на дне мы видели очень-очень много камней, буквально 5 метров прошли и дальше уже не смогли никуда идти. Без специальной обуви здесь не вариант вообще купаться, потому что и мелко, поэтому сейчас попробуем с другого места зайти. Да, центральной зоны. В центральной части, конечно, дела обстоят получше, но по-прежнему без специальной обуви далеко вы не пройдете, поэтому можно зайти немножко по пояс и сразу же окунуться и заплыть подальше, тогда комфортно. Проплыли от берега метров 30, все равно по пояс. То есть здесь прям очень-очень мелко. Такой больше семейный отдых, но и обязательно, конечно, резиновые тапочки, которые в самом начале этого пляжа продаются. С этого места открывается красивый вид на эту бухту, на пляж Лас-Гатос. Как видите, здесь не так много отдыхающих осталось, потому что время близится к закату, и все потихоньку уезжают на лодках. Говорят, что последняя лодка будет в 5 вечера. Сейчас без 25, надеюсь, мы успеем. Как мы и планировали, ровно час провели на этом пляже, а теперь уже дошли до пирса и на лодочке обратно поплывем в центр города. Вернулись обратно на пирс к буквам Сила. Провели еще один прекрасный день на побережье Тихого океана. Но, возможно, местечко оказалось не такое райское, как говорил герой фильма «Побег из Шоушенка». Напишите ваши комментарии. Как вам этот курорт? Как вам эта бухта? Обязательно поставьте лайк этому видеоролику и до новых встреч. Всем пока! Скоро увидимся. Всем пока, друзья!